22 июня 1941 года немцы напали на Советский Союз, а 22 июня 2015 года двое товарищей из России пробрались на немецкое хранилище ядерных боеголовок. Всем привет, с вами МШ. Я нахожусь в Восточной Германии, недалеко от Берлина. И сегодня мы с вами пошатаем бывшее ядерное хранилище ГДР, Германской Демократической Республики. Объект номер 5001, ядерное хранилище первой категории. Так что оставайтесь, должно быть очень интересно. С учетом, что это охраняемый объект, частный. Ну и первая наша задача, естественно, подобраться как можно ближе к объекту и желательно не на своих ногах. Поэтому мы едем по лесным таким тропкам, объезжая главный вход. Раньше это была войсковая часть со своим гарнизоном, все как полагается. А сейчас там находится пилорама, и поэтому пройти прямо напрямую нам никто не даст и скажет «ататат», только по-немецки «атататататат». Окей, леди, тачка остается позади. Мы отправляемся вперед по замечательному сосновому лесу. Еще раз повторюсь, объект находится под охраной, но согласно полученной информации в заборах есть дыры, которыми, я не знаю, надо обязательно воспользоваться. И мы сейчас отправляемся на их поиски. Заодно гуляю вот так вот по лесочку. Можно грибочков пособирать. Ну а вот впереди показался слабо контрастирующий с окружающей местностью забор. У нас наиболее сильно контрастирует только Дима. Вот он человек, реально ему мигалочку сверху поставить. Надо такой. Купить что-нибудь переодеться. Палево, как говорит, сплошное. Нет, тебе еще надо звукосигнализатор поставить такой и убегать. Охота на пиранью. Так вот и ходим, ребята. Ну все, периметр близок. Ну, как говорится, с почином меня. Да и Дима, наверное, тебя, да? Это наш первый объект, вышатанный на территории Германии. Go! Пока идем к объекту, можно немножко рассказать о нем. Мы с вами посетим одну из бывших ГДРовских подвижно-ремонтных технических баз – ПРТБ, то есть место, где хранились и обслуживались ядерные боеприпасы. Вместе с арсеналами и заводами по производству ПРТБ являются частью системы обеспечения ядерными боеприпасами. На моем канале уже были ролики и о ПРТБ, и об арсеналах, где я подробно рассказал об ядерной инфраструктуре Советского Союза. Данный объект интересен тем, что находится на переднем крае. Впереди, естественно, на тот момент уже ФРГ. Сам объект называется спецсооружение 5001. Его строительство началось осенью 1964 года. Что интересно, строили немцы. Через 1,5 года строительные работы были завершены и объект передали советским специалистам, которые к 1967 году смонтировали оборудование хранилища. Объект относился к 27-й ракетной бригаде западной группировки войск, на вооружении которой стояли ракетные комплексы оперативно-тактического назначения с ракетами Р-17. Боевые части этих ракет были как химические, так и ядерные. Последние имели мощность от 10 до 500 килотонн. Скорее всего, именно они и хранились в том хранилище, что мы с вами увидим. Обалдеть, я еще в такой сохранности их не видел. Итак, господа, как вы поняли, мы уже внутри и мы уже около хранилищ. А сейчас конкретно находимся в таком доте, который, видимо, служил для охраны внутреннего периметра. Продолжаем движение изучения. Чуть дальше туда разносятся различные звуки. Там идет какая-то перегрузка. Я не знаю, может быть, разбирают то, что здесь есть. Может быть, работает лесопилка. Не хочу это уточнять, потому что с немцами разговор будет несколько более иной, чем если бы вышатывать эти объекты на территории наших стран. Тем не менее, мы находимся у входа в одно из хранилищ. Сохранность, по сведениям из интернета, одного из них в районе 60%, другого почти 100%. Там немножечко порушено, 95%. Вот, поэтому сейчас мы с вами попадем в одно из хранилищ. Не помню, какое оно по сохранности. Как будет, так и будет. Перед этим, перед входом в хранилище идет такая эстакада, в которой аккуратно сложен шифер, который, видимо, снимают с крыш. Вот они, ровные штабеля шифера. Здесь, скорее всего, была перегрузка боеголовок. Сохранились еще остатки старой разметки. Ну а мы с вами давайте зайдем уже внутрь и посмотрим.
на хранилище ядерное, которое располагалось прямо в Европе, прямо под носом у противника. Ну и вход, как всегда, венчает в начале массивная бронедверь, которая, в отличие от многих других гермодверей, которые не спилили, еще и даже колышется, качается на петлях, на петлях. Ее можно, в принципе, закрыть. Ну, открыть, закрыть, как хотите. Тяжеловато, конечно, идет, но учтите, что у нее весу там ого-го сколько тонн. Эти гермы, как правило, они бетонозаливные. То есть, когда начинают их монтировать, вначале металлический каркас вешают на петли, а потом уже заливают бетоном через специальные отверстия. И таким образом она приобретает дополнительный вес, там, защитные функции и так далее. Но, конечно, после этого выпиливать ее на металл довольно-таки трудоемкая задача, потому как там все схватившись с бетоном. Я не знаю, как некоторые мародеры это делают. Это какая-то слабо представимая для меня задача. Но, тем не менее, такая дверка, к ней даже сохранился подводящий кабель, который, видимо, служил для управления затворами самими. Вот так вот. Круто. Идем дальше. Дальше я убрал камеру, и мы рванули внутрь для осмотра целостности хранилища. Само спецсооружение 5001 представляет из себя два идентичных хранилища. По информации из источников в интернете, одно из этих хранилищ имело почти 100% сохранность, а второе – половинную. Но, как и в большинстве случаев, оказавшись там, я обнаружил, что информация уже устарела. Первое увиденное хранилище было явно не полностью сохранившимся, и подумав, что это упомянутый объект с 50% сохранностью, мы пошли ко второму, чтобы увидеть, что там дела еще печальней. Почти пусто. Посему мы пошли обратно ко входной герме первого увиденного хранилища. Единственное из интересного, что я отснял, кроме аппарели и второго входа, это, по-видимому, запасной выход из хранилища. Ура! Воздух! Итак, господа, осмотрев оба хранилища, мы пришли к выводу, что первое хранилище, встреченное нами, наиболее полно сохранилось, поэтому его обзор мы и снимем. Так что давайте устремимся внутрь. Проходим уже через знакомую нам герму, которую я относительно недавно открывал-закрывал, и оказываемся внутри. За открытой гермой номер 1 нас встречает открытая герма номер 2 с немножечко таким снятым окошком. Внутри, наверное, виднеется... ничего не виднеется, здесь был механизм. Сам механизм герметизации риделя. Ну ладно. Заходим внутрь и видим перед вами огромное помещение. Свет моего софита даже, наверное, не вполне до конца его пробивает. Ну вот так вот я фонарем высвечиваю. Я думаю, что вы видите примерные размеры этого помещения. Съемка идет с GoPro, поэтому, конечно, она несколько искажает расстояние. Но так, навскидку, несколько десятков метров 30 вдаль, метров 10 в стороны, может, чуть поменьше. И уходят помеченные вот такими вот черно-желтыми наклонными полосами как раз 4 хранилища. 1, 2, 3, ну и здесь 4. 4 стандартных хранилища, если не ошибаюсь, на 15 боеголовок. Итого 60 боеголовок в одном хранилище. Слева от входа находится спуск, по которому можно как раз спуститься на нижний этаж. Для грузов существовала кран-балка. Вот, пожалуйста, ее конструкции видны замечательно. Ну, а мы с вами воспользуемся все-таки лестницей, потому что кран-балка, как всегда, немножко отключена от электричества. Лёш, ты голову подними. Мы внизу. А вот на примере моего бренного тела вы можете видеть соотношение меня и размеров этого помещения.
того помещения, с которого рассортировывались боеголовки, а также здесь производили различные технические регламентные работы над ними. Естественно, в этом хранилище также существовала система жизнеобеспечения, технические помещения стандартные: дизель, щитовая, фильтровентиляционные установки, туалеты, и всякое разное для обслуживающего персонала. Сейчас мы вкратце с вами по ним пробежимся и посмотрим, как это выглядело на территории стран Варшавского блока. Как я уже говорил, сооружение типовое. На территории Чехии из такого сделан музей. Оно немножечко чуть-чуть отличается незначительно, но на данный момент это не так важно. Поэтому давайте мы сейчас с вами возьмем эту замечательную камеру, опустим ее ко мне и пойдем прогуляемся по помещениям. Ну что ж, мы спустились по лестнице и оказались внизу этого двухуровневого бункера. За мной находятся караульные помещения. Я знаю, что они караульные просто только из СИМа, потому как, ничего там нет указывающего на то, что здесь несли дежурство солдаты. Тем не менее, схема говорит так, поверим мне. Может, там стояли какие-то кровати, там столы дежурного были, может, еще было что-то. Сейчас там пусто, пойдемте заглянем. Пол обит жестью, и рядом находится вентиль. Здесь вообще много вентилей. Это все управлялось для управления, видимо, подачей сжатого воздуха. Год выпуска 1967. Ой, главное не развалить, дорогой. Он просто не закреплен. Если снять крышку, то можно увидеть арматуру, трубопровод. Ладно, оденем все обратно, пускай она остается все так, как и было до нас. Я думаю, тут найдутся те, кто это все распилит. И второе помещение абсолютно пустое, поэтому нечего здесь делать. Уходим, пойдем посмотрим лабораторию, в которой работали с ядерными боеголовками, скорее всего, с нейтронными источниками. Она находится буквально за углом, и пройдя 2 двери, мы с вами видим вот такой вот замечательный шкафчик. Сейчас я обойду его со стороны. Вот так вот он выглядит. Скажем так, воспользоваться перчаточками, которые здесь сохранились, мне не очень хочется, и даже не очень хочется их касаться. Хотя, по идее, наверное, они там менялись через какое-то количество раз, и, может быть, даже не напрямую контактировали непосредственно с радиоактивными веществами, но я лучше оставлю это за кадром. К сожалению, я не брал на этот раз с собой дозиметр, потому что я по началу своего пути был без машины, поэтому мне тащить много вещей, и так уже их реально очень много было. Поэтому понадеемся, что здесь все хорошо, но я думаю, что так как это в Германии, немцы наверняка очень тщательно исследовали на предмет радиоактивного возможного загрязнения после ухода советской группировки войск отсюда, поэтому будем думать, что все хорошо. А так вообще есть клизма, всегда можно подлечиться в крайнем случае. Вот, кстати, клизма, что она тут делает, клизма? Это, наверное, чтобы пылинки сдувать с ядерных боеголовок, точно? Так создаются фотографии. Что в итоге вышло? Жуткая жуть. Пойдем дальше. Кажется, он немножечко заболел. Но я думаю, что вода из него текла вниз, а кран был сам сверху. После работы с различными радиоактивными веществами, главное в этом деле – помыть руки. Вот так вот, и все, и можно хавать бутерброды. Точнее, даже не бутерброды, а баварские колбаски. Концовочка этого маленького отсека представляет из себя пару стеллажей, на которых пусто, ничего нету. Все вынесено. Но хотя бы стеллажики есть. Пока, как мне кажется. Выйдя из того помещения и пройдя чуть-чуть по центральному залу, окунемся с вами в мир технического обеспечения объекта. Двери, коридоры. В некоторых пусто, как, например, в этом. А в этом тоже пусто, но имеются интересные такие шкафчики. На шкафчиках находятся такие рукояточки. Это, видимо, для того, чтобы открыть или закрыть доступ к сжатому воздуху в эти вот как раз трубопроводы. Видимо, где-то подходил общий, как, например, черный. Вон написано «сброс». Помещение. Наверное, наоборот. Здесь воздух отводился.
Он подводился сюда и отводился с сбросовым вот этим вот шлангом. Здесь то же самое, сброс. Что самое забавное, здесь надписи как частично на русском на языке, так же и на немецком. Все вместе оно тут состыковано. Будет на немецком, сейчас вам покажу. Ну, крути. Нормально? Крутится? Нормально, не заржавело. Это же немецкое качество. Хорошо крутятся вентили, а мы с вами оказались в помещении, где стоял компрессор, который накачивал воздух под давление 60 атмосфер, о чем свидетельствует вот это вот РУ 60 кг на СМ в квадрате, килограмм на сантиметр в квадрате. 1 килограмм на сантиметр в квадрате равняется 1 атмосфере. Видим стандартные такие, ну, относительно стандартные баллоны для сжатого воздуха. То есть они использовались для поддержания избыточного давления в данном объекте. И, скорее всего, по сети маленьких трубопроводов как раз подавались различные помещения. Чистый сжатый воздух. Здесь, видимо, были баллоны, но их уже, увы и ах, больше нету. Каждому баллону идет свой вентиль. И здесь тоже надписи на русском. 1964 год, кислород. Здесь даже чисто кислород. А вот уже пускатели на немецком языке. 25 ампер, 500 вольт. В принципе, обозначения все стандартные, но, как вы видите, подписи немножечко на басурманском языке. Дальше идут различные технические помещения, в которых хранились баки. Ну, например, бак с водой. Присутствует насос и указатель уровня воды. Вот такая вот стеклянная трубочка, чтобы можно было визуально оценить, сколько ее самой осталось или накачалось в баке. А это святая святых для каждого, наверное, военнослужащего, да и для каждого вообще живущего на этой планете, где можно отрешиться от мирской суеты, от военной суеты и предаться собственным мыслям. Сие есть очко. Ну, сортир, в смысле, да. Короче, он на самом деле, блин, такой прикольный. Во-первых, он такой наклоненный, немножечко нестандартный, чтобы, видимо, поудобнее можно было развалиться. На пьедестале, естественно, и ёршик. Даже ёршик остался, обалдеть. Вот так вот выглядела гигиена у солдат в Восточной Германии. Краник. Соседнее с софитом помещение представляет из себя бак снизу для сбора стоков и насос. Насос фекальной перекачки, который же это отправляет куда-нибудь наверняка наружу. На заднем плане располагается такая штука. Меня единственное сбивает немножко с толку труба, подходящая к ней. Но вот это вот что-то типа обратного клапана. То есть воздух может уходить наружу, но в случае, если раздается близкий какой-нибудь там ядерный взрыв, например, ударная волна захлопывает этот клапан, соответственно, воздух оттуда не может проникнуть сюда. Вот. А противовесы сделаны с помощью вот таких вот металлических грузиков. На самом деле очень простая система. То есть воздух всегда может уйти в ту сторону, но обратно он сюда не попадет. Много, кстати, где применяется. Дальше мы с вами потихоньку подходим к энергетическому сердцу данного комплекса. И первое, что мы видим, такое вот специализированное распредустройство. Это немецкое распредустройство. Я вначале даже не понял, что это оно, пока не увидел вот эти вот кабели, которые подходят снизу его. Ну, кабели высоковольтные явно, либо сильноточные. Через смотровое окно можно увидеть сигнализацию положения выключателя. Соответственно, сам выключатель наверняка управлялся через вот это вот отверстие, и как раз оно там видно. Ну, на камеру, скорее всего, не передается. Соответственно, вставляешь курбель в отверстие, в одну или в другую сторону включаешь или выключаешь. Распредустройство производства Германии. Что у нас пишут? 380 вольт. То есть это низковольтное распредустройство. Номинальный ток 250 ампер. Что у нас здесь пишут? 400 ампер номинальный ток. Ну, в общем, почти полкилоампера управлялось этим компактным довольно-таки распредустройством. Сверху написано Web Electroapparat Werke. Берлин Трептов. Года производства, к сожалению, не указано. Снова такой вот характерный клапан, про который я вам недавно рассказывал. И теперь мы с вами зайдем в помещение щитовой, о чем гласит знак «Осторожно, электрическое напряжение».
Щитовая, конечно, находится в несколько таком раздестроенном состоянии, но кое-что из интересного осталось. Во-первых, я довольно-таки часто вижу закладные, по которым идут кабели. Но вот данный щит показывает, в каком огромном количестве эти кабели вообще раньше здесь присутствовали. Их просто неимоверно много. Целый лес. Рядом находятся щиты с силовой автоматикой, находятся выключатели, пускатели сильноточные. Наверняка они нужны были для обеспечения работы насосного оборудования, вентиляционного, ну и так далее. В большом количестве представлены сохранившиеся предохранители. Ну, конечно, не везде они сохранились, но тем не менее есть. Провода, еще не все сдано. Производство Германии. Я не умею читать по-немецки, поэтому даже запариваться не буду. Сами прочитайте. 160 ампер. Нетс-контроль, что-то такое. Контроль за сетью. Вот так вот. Немецкое ГДРовское производство. Очень непривычно на объектах, скажем так, спецобъектах Советского Союза нашей оси видеть надписи на другом языке. Хуже того, даже на немецком. Но, тем не менее, это так. Мы находимся в Германии, ребята. Даже как-то вот непривычно осознавать. Будь то такой объект в России, я бы, может, даже и не поехал на него, потому что что-то подобного плана мы уже с вами рассматривали. Вспомните Гомель-30. Тем не менее, объект в Германии – это уже нечто такое более изысканное, я бы так сказал. Видимо, из-за того, что вновь прибывшие военнослужащие не очень шибко были знакомы с немецким языком, пока еще, часть основных надписей дублировалась по-русски карандашом. Например, щит освещения, электрорадиаторы, группа 1 свет, группа 2 света и так далее. Кстати, давайте-ка попробуем щелкнем. Чпонг. 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 Вообще мощно. Хорош дебоширить. Нормально. Я не дебоширю, я осуществляю оперативное переключение руками. Ну и пройдем немножечко дальше. За несколько затворчиков попадем в фильтровентиляционную установку. Выход воздуха. В общем, как всегда, все то же самое. Энное количество бочек, наполненных угольной крошкой, через которые отфильтровывался воздух. Это, видимо, гермоклапаны различные, датчик, концевой датчик положения данной рукоятки, для того, чтобы для сигнализации, скорее всего. Так, рядом что у нас находится? Скорее всего, предварительные фильтра. Только это К08. Ну, что-то типа предварительного фильтра пакетированного. Номер партии, изготовление 1976 год. Масса 53 килограмма, ход воздуха туда. А отсюда шла закачка воздуха. Тоже стоит такой же гермоклапан с концевым датчиком на конце. Причем здесь уже надписи сделаны на немецком. Заело. Для того, чтобы спинка, открывшейся гермодверью, вот этой вот как раз, не снести арматуру, поставлена такая вот упорная планка, сделанная из Т-образного профиля, на конце резиновый наконечник. Ну, вот так вот оно и работало. Кто смотрел мое видео про радиоцентр рубрика, должен знать, для чего нужны вот эти вот отверстия в гермах. Кто не смотрел, смотрите. Ссылка в описании к видео. Надо свои другие видосы подпиаривать, не забывать, чтобы посматривали их. Ну и энергетическое сердце, которое сейчас немножечко не бьется, и кровь из этого сердца немножко пролилась на пол, в результате чего берцы подприлипают противника. Это дизель-генераторная установка. Дизель сохранился в более-менее живом состоянии. Виднеется, собственно говоря, сам дизельный аппарат серебристого цвета. Пристыкованный к нему синхронный генератор синего цвета и
радиатор. Причем радиатор, обратите внимание, покрашен в различные цвета, то есть внешняя поверхность в зеленый, внутренняя поверхность в желтый, сам электродвигатель в синий, крыльчатка в красный, ну а сам радиатор, естественно, не покрашен, так как его задача максимально эффективно отдавать тепло. Ну вот такая вот своеобразная радуга. С обратной стороны, мы сейчас с вами разворачиваемся, находятся аппараты, я их забываю название, но оно такое довольно хитрое. Компрессорно-конденсаторный агрегат и добрая аббревиатура АКВ-ФВБС6 производительностью 6000 килокалорий в час. Скорее всего, эти два аппарата использовались для работы климатической установки, которая, как вы знаете, необходима для обеспечения требуемых параметров хранения ядерных боеголовок. Они у нас существа нежные, несмотря на то, что несут в себе разрушительную мощь, и им нужна определенная температура и определенная влажность. Зеленые большие трубопроводы и циклоны, которые находятся рядом, скорее всего, осуществляли нагнетание воздуха вот этого уже заданного параметра непосредственно к сами хранилища боеголовок. Рядом идет такой черный помост, по которому можно было забраться и проверить, обеспечить работу всей этой установки, чтобы не ходить по трубам самим. Обратите внимание, помост упирается в стальной лист с двумя ручками и закрытый на энное количество болтов. В соседнем хранилище этот лист был вырезан, здесь он на месте. Видимо, это было технологическое окно для того, чтобы занести и уже на месте здесь смонтировать это все оборудование. Ну и в соседней такой маленькой комнатушечке виднеется такая характерная установка. Скорее всего, это очистка воздуха от крупных частиц. То есть здесь пропускалась специальная лента, которая смачивалась в масле. Ее пропускал по кругу вот такой вот двигатель с редуктором. И она так медленно крутясь, воздух засасываясь, оставлял на ней всякие там пылинки, тычинки, песочки и так далее. Таким образом, воздух сюда уже попадал. Это такая первичная очистка. А дальше что у нас? Ой, а дальше у нас весело. Ныряем в иллюминатор. И дальше у нас много воды и вот такие вот две штуки. Через них засасывался воздух сюда. Скорее всего, это тоже что-то типа такого своеобразного фильтра, потому как, видите, большое количество щелей. Может быть, чтобы какая-нибудь птица ненароком сюда не попала. Но большего предположения у меня нету, потому как и дальше внутри объекта и так идет довольно-таки жесткая фильтрация. А в пакете уже кем-то заботливо сложена проводка. Мародеры, блин. Бэу. Разделение. Вход в дупло. И вновь мы оказались в центральном зале. Сверху находится еще один вход, то есть входов два. Они находятся с торца объекта как раз. Вход номер 1 и вход, через который мы вошли, вход номер 2. Сейчас мы с вами посмотрим быстренько одно из хранилищ, и, в принципе, можно закругляться. Давайте зайдем сюда. Первым делом мы видим сохранившуюся дверь. В отличие от многих других хранилищ, которые я видел, здесь есть такие вот двери на колесиках. Сейчас попробую ее катнуть. Вот таким образом боеголовочки прятались за этой дверью. Естественно, эта дверь просто, ну хотя она металлическая, может она там от какого-то излучения защищает, но она чисто символическая, чтобы ветра не гуляли, чтобы там внутри сохранялась требуемая температура, так как здесь двери все-таки открывались, и здесь температурно-влажностный режим был несколько иной. А для тех помещений существовала отдельная вентиляция. Ладно, открываем дверь и проходим внутрь. А внутри ничего. Ну, то есть вообще ничего. Раньше здесь были еще такие поручни, их уже, к сожалению, подвыдрали. Поручни как раз закладывались вот в эти закладные. Отдельная вентиляция. Вдали как раз присутствует труба. Сейчас подойдем к ней. Вот такая вот она вентиляция.
И обратите внимание, батарея. Это электрическая батарея, то есть сюда подходит электрический кабель. И батарея сама по себе, конечно, алюминиевая, ну или дюралевая. Здесь сложно сказать. Можно на ней немножечко играть. Гимн ядерному хранилищу. Эх. Монолит. Ну, а для кого-то это будет вообще за праздник сдать. Открывать, отключив от сети. В2Г. Это, видимо, категория по взрыва, пожара, опасности. Сверху на таких аккуратных кронштейнах идет проводка и установлены такие вот светильнички. Как всегда, такие взрыва пожарозащищенные, мощно. ВЗ-11. Взрывозащищенный 11. Лампочки довольно-таки мощные. С обратной стороны лампочек там такое чувство, что схема имеется. Видите, там, оп, по профилю что-то такое имеется. Потолки. Кстати, потолки беленые или нет? Ну да, по белочке немножко есть. У меня палец чуть в белый окрасился. Ну вот такое вот оно. На данный момент пустое. Ну и даже, наверное, к лучшему, что оно пустое. Как всегда, контуры, об которые можно удариться, разрисованы желто-черными диагональными полосами. Ну вот, в принципе, все. 4 таких идентичных хранилища. На части из них двери есть, на части из них дверей уже нету. Точнее, они просто упавшие. И вот еще что-то типа, я даже не знаю, склада, что ли, какого-то. Стеллажи. Ну, а здесь наше любимое ничего. Еще мне нравятся выключатели. Обратите внимание, какие они здесь. Они здесь вот такие вот и более мощные. Видимо, на группу светильников. Немецкие. Made in Germany. Лампа 20 вольт. Ну это какие-то, видимо, низковольтные светильнички. И еще одно хранилище. Тоже ничего нового. А если убрать свет... Мы пробираемся обратно к забору. Так. Мы дошли уже до забора, так что нужно рвать когти, пока не пришли фрицы, нам дюлей не надавали. Вид с обратной стороны. А еще, ребят, берцы рулят. Тут колючая проволока, оказывается, но по ней можно ходить. Все, мы находимся за пределами охраняемой территории. Больше никаких опасностей не осталось, поэтому я думаю, что спокойненько можно на этом прощаться. Так что, надеюсь, вам понравилось немецкое хранилище ядерных боеголовок стран Варшавского блока. И теперь мы чешем к машине. Лайк, подписка. А обязательно рассказывайте обо мне своим друзьям. И увидимся в новых видео. С вами был МШ и Димон.